Добро пожаловать на мой канал, посвященный обзору и ремонту аудиоустройств. Сегодняшний обзор будет посвящен интегральному усилителю Telefunken V201A. Устройство представляет собой корпус из фанеры и ДСП, внутри которого спрятана рама из уголков. На раме и собран сам усилитель, причем лицевая панель жестко закреплена на внешнем корпусе Макинтоша. Подключение периферии осуществляется посредством разъемов DIN формата. Подключение акустики через точку тире. Выходная мощность составляет 25 Вт на 4 Ома. Выход на наушники реализован через сопротивление в 2,2 кОм. Особенностью усилителя является наличие двух фонокорректоров для и пьезоголовок. Усилитель выпускался с 1969 по 70 годы. Это был период первых попыток замены ламп транзисторами, в то время германиевыми. Напряжение питания усилителя стабилизированное, униполярное и составляет 37 вольт. Важно отметить, что усилитель кардинально отличается от выпускавшегося ранее Telefunken V201 и поддерживает большее номинальное напряжение на входе. Вдогонку замечу, что именно как раз выходными транзисторами отличается V201 от V201A. Если в первом на выходе стоят германиевые транзисторы AD155, то на выходе более нового второго V201A на выходе стоят кремниевые 2N5037 в довольно замысловатом корпусе. В части органов управления можно сказать, что они достаточны, но имеют очень странные названия по сегодняшним меркам. Имеется регулятор громкости, регулятор низких частот, высоких частот, регулятор баланса, выключатель акустических систем. Имеется кнопка линейного режима, исключающего влияние тембров. Имеется низкочастотный режекторный фильтр, исключающий частоты ниже 100 Гц, например, рокот роликового винилового проигрывателя. Имеется высокочастотный режекторный фильтр, исключающий частоты выше 6 кГц. Вероятно, это сделано для прослушивания радио на коротких волнах. Имеется кнопка включения стереорежима. Также весьма интересна кнопка Extreme. В инструкции она используется для расширения стереобазы в случае близкого расположения колонок. По моим ощущениям, она также добавляет жару, то есть эквивалентно более современному понятию loudness. Стоит отметить, что все надписи продублированы на немецком и английских языках. При включении устройства слышался отчетливый низкочастотный фон. Выключаем, разбираем и видим следы жизни. После уборки и диагностики был сделан вывод о высохшем конденсаторе питания. Ради тестирования был параллельно припаян новый, и звук стал гораздо чище. Но каким образом заменить старый конденсатор, если такие уже не выпускают? Было много вариантов. Даже была нарисована 3D-модель пластикового крепления. Но в итоге было решено попробовать вклеить новый конденсатор в корпус старого. Одеваем очки. С помощью ножовки по металлу с конденсатора был снят скальп. С помощью дрели высверливаем середину, насколько сможем. Отклеиваем конденсатор от стенок с помощью отвертки и плоскогубцами вытаскиваем бумагу. Вытираем все насухо изнутри и промываем водой. Затем наполняем получившийся стакан акриловым клеем типа жидкие гвозди и утапливаем в нем новый конденсатор. По схеме выправленное напряжение равно 52 вольтам, так что конденсатора 3300 микрофарад на 63 вольта должно быть достаточно. Спустя час подпаиваем провода, соблюдая полярность, и включаем. И устройство успешно работает. Что до остальных конденсаторов, то проверка показала, что они еще поработают.
процессе проверки были протестированы очень занятные модели конденсаторов. Мониторинг внутренности в тепловизоре показал очень слабый нагрев. Размеры устройства составляют в ширину 465 мм, 150 в высоту и 325 в глубину. Весит устройство 9 кг. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Низкой вам детонации и высоких децибелов сигнала шум.